Друзья, приветствую вас, вечерний выпуск. Давайте рассмотрим, что там на рынках происходит и что ожидать в последние часы этого прекрасного дня. Так, помним, завтра размещение ОФЗ. Последнее время размещают ОФЗ много. Под это дело вроде как рубль должны придержать или спустить. В прошлую среду этот эксперимент не получился. Но будем надеяться, в эту среду все пройдет успешно и рубль либо укрепят, либо удержат на текущих значениях. Так, ну вот пошли такие стрёмные разговоры. В правительстве заявили о готовности к санкциям против российского госдолга. Ну, я так понимаю, речь идет о том госдолге, который уже размещен, потому как новые ОФЗ, по-моему, покупают по большей части в основном только российские юридические лица, то есть банки, которым выделяют на это специально деньги. Тем не менее, должен заметить, что, скорее всего, подобная санкция, она не будет применена. То есть, вот, скажем так, по жесткости воздействия и целесообразности сначала, в самую последнюю очередь, запретят госдолг РФ, потом запретят SWIFT, и потом дальше уже все это самое, можно шахты открывать, грубо говоря. Поэтому, я думаю, скорее всего, этого не будет сделано. Зачем подобные заявления производятся? Ну, наверное, чтобы создать ажиотаж или как-то обосновать, что надо больше госдолга покупать. Я думаю, здесь связано только с этим. Вот. И поэтому не вижу я здесь никаких особых оснований. Я, конечно, не знаю, какие там могут быть на самом деле раскладки, но, по крайней мере, визуально, исходя из той информации, которую можно найти и проанализировать в открытых источниках, не могу сказать, что вот это вот в какой-то, скажем так, ближайшей перспективе и разумной вероятности возможно. Вот какие-то ограничения на экспорт нефти и газа вполне могут вести на другую продукцию, на продажу технологий. Это легко, но вот это, я думаю, скорее всего трогать никто не будет, равно как и отключать SWIFT, потому как это уже все, что называется, последняя стадия, дальше только перестрелки из крейсеров и из шахт. Вот, поэтому я думаю, на такой шаг никто не пойдет. Ну и вот, в общем-то, статистика по поводу размещения в ОФЗ, что доля нерезидентов 23%, она постоянно снижается. В основном размещения, которые идут, скупаются российскими юридическими лицами, в основном это госбанки. И поэтому я не думаю, что кто-то будет подобную авантюру развязывать. Она просто неэффективна, игра свеч не стоит. Так, ну вот в связи с девальвацией последней начали расти цены на продукты. Здесь, кстати, очень негативный такой эффект мультипликативный возникает. Потому что, с одной стороны, растут цены, поскольку выросла валюта по отношению к рублю, это раз. С другой стороны, упала покупательская способность. Соответственно, чем меньше оборот, тем выше издержки на единицу продукции. И тем, соответственно, больше стимула для увеличения цены. И поэтому здесь эффект, он накладывается одно на другое и приводит к более сильному росту цен. Так, друзья, что касается индексов SFD на американский фьючерс, застыл он в консолидации. Но если он будет находиться в этой консолидации, если не пойдет добитие вот этого диапазона и просадка, это все равно приведет к тому, что будет задерг наверх. Если сейчас еще один-два раза будет повторение вот этого пробития или произойдет переход, то есть он спустится и начнет торговаться в этом диапазоне, то в этой ситуации весьма вероятно, что роста мы не дождемся и пойдем вот сюда, вот ниже, ниже и ниже. Так, ну вот что касается VIX, дневной таймфрейм, здесь все стало на круги своя. Когда был бурный рост, немножко мы сходили, допадали даже до 22,5, но потом как бы здесь разворотная формация. И возврат Викса вот сюда, вот в этот диапазон, привычный диапазон, где последнее время он и торгуется. Вот. Поскольку, сами видите, риски никуда не ушли, повысаживали тех, кто делал ставку на волатильность, и вернулись вот в этот выжидательный диапазон, откуда, скорее всего, потом разовьется дальнейший рост. Вот. Следующий рост уже будет, наверное, молниеносный. Здесь очень быстро будет достигнуто 39 и потом движение на 55. Опять же, это произойдет в том случае, если будет пробитие 30. Вот эта магическая линия, которая при пробитии, она
позволит ему уйти значительно выше наверх. Так, далее немецкий индекс DAX, но здесь все нормально, он вернулся уже в наторгованную область, как будто ничего и не было. Ну и удержание вот в диапазоне выше 12800 дает шансы для того, чтобы развелось ралли новогоднее, и мы увидели перебитие вот этого максимума. Соответственно, вот это ралли, оно может возникнуть в том случае, если не будет значительного роста коронавируса заболеваний, и если не будет особого негатива в экономике, то победа Байдена, договоренность по поводу предоставления стимулирующих мер может вызвать, как я ранее предполагал, значительный позитивный всплеск. Вот один такой всплеск мы уже видели, это шортистов покромсали. Вот. Но в целом до конца ноября, я думаю, вполне мы можем увидеть еще движение на перекрытие вот этого хая, которое имело место быть ранее. По Америке мы уже сделали перехай по S&P. Вот. Осталась Европа. Европа, она немножко потяжеловеснее движется. Ну и вот этот уровень 12800, если он пробивается, то начинается просадка и движение вниз. Вот. Но текущая формация, которая вот здесь вот произошла, она весьма вероятно сломала вот этот нисходящий тренд. И, соответственно, сейчас вам полагается какое-то время либо поторговаться, либо попробовать сходить наверх. Так, друзья, далее давайте рассмотрим российские акции. Ну вот по Северстали были вопросы, по Чермету. Но все по Северстали мы переписали исторические хаи. И здесь полагается либо закрепиться выше вот этих максимумов и продолжить дальнейший рост и восхождение, либо отсюда осуществить какой-то корректирующий откат. На текущий момент, я думаю, здесь все-таки больше вероятность того, что мы, наверное, не пробьем и не закрепимся вот это значение 1125. Повторному пробою закрепления выше достигнутого максимума, я думаю, может способствовать либо какие-то очень сильные, очень весомые новости по поводу того, что вот уже все, вакцину согласовали и выпускают. Или же девальвация рубля, поскольку производит экспортируемую продукцию за валюту, то это тоже вариант для того, чтобы акции этой компании поднялись выше. Пока вот не будет устойчивого пробития по торговке на 1125, я думаю, здесь вероятность нахождения в этой зоне сейчас она начинает постепенно снижаться, и мы вот на недельной свече, вот на этой по закрытию будет видно, приведет или не приведет все это к сильнейшему коррекционному откату, ну хотя бы с целью возврата вот сюда, вот 1073-1052, потом возможно и ниже. Ну да, здесь вот дневной график указывает на то, что по сути вот это вот рост, это была раздача. И сейчас отсюда вполне возможен корректирующий откат. Целью этого отката сходить как минимум на 1040-1052, вот сюда, вот в этот диапазон. Но если сейчас начнется эйфория, или там, допустим, Модерна скажет, что я тоже вакцину разработала, и она уже прошла даже 4-ю стадию, то в этой ситуации вполне мы можем увидеть пробитие 1125 и закрепление вот в этой верхней части. Вот. Но я думаю, этот сценарий не очень сильно вероятный в текущих реалиях. Но если брать часовик, у нас сейчас идет движение в диапазоне 1110-1080, соответственно, пробой нижней границы уводит сначала на 1065, потом еще ниже. Если будет пробой верхней границы, то мы, соответственно, пойдем переписывать вот этот хай. Но вот то движение, которое было в этой области, оно указывает на то, что велика вероятность того, что по сути мы получили двойную вершину или тройную вершину, как угодно. И отсюда в ближайшее время разовьется корректирующий откат, как минимум с целью на 1050-1040. Так, друзья, далее ММК давайте рассмотрим. Аналогичный стальной гигант. Единственное, он заточен на внутренний рынок Российской Федерации по большей части. И другой момент, там у него негативная история была с выходом из индекса MSCI Russia. Вот. Но сейчас эта история, я думаю, она уже не будет столь существенной роли играть. Так, вот месячный таймфрейм, по месячному таймфрейму
Мы сейчас пока находимся в состоянии набора позиций. В отличие там от той же Северстали, который уже полетал, и ММК пока замер в ожидании. Так, ну вот недельный график тоже здесь по сути получается у нас проторговка. Пока нельзя сказать, что здесь отбой и разворот. Здесь можно сказать только, что идет движение вот в этом диапазоне обозначенном. Так, далее дневной таймфрейм. Но здесь опять же примечательно то, что мы подошли к некой черте, которой либо она пробивается, это 40. И отсюда развивается движение сначала на 42, потом на 43,5. Или же, если она не пробивается в ближайшее время, у нас отсюда развивается откат, цель которого 38. И следующее уже движение по 36, 36,1, 36. Вот сюда, к этому значению. Так, ну вот 4-часовик у него, конечно, не очень оптимистичный. Он указывает на то, что если в ближайшее время не будет мощнейшего пробития 39,8-40 вот этого диапазона, то у нас отсюда развивается откат. И этот откат вниз, он пойдет в случае пробития на объеме 38,7, 38,5 вот этого диапазона. При пробитии вот этого диапазона разовьется импульс. Цель первое движение будет 37,87. Вот сюда вот. И далее, если последует пробитие 37,5, она рухнет на 36,2, 35,6. Вот. Все это произойдет, такое развитие событий, если в обозримом будущем мы не увидим пробитие вот этого диапазона и закрепления на 40. Если вот это событие не происходит, то у нас плавно развивается движение вниз. Вот. Ну, увы, такая ситуация по магнитке, к сожалению. Так, друзья, далее НЛМК, у нее, в общем-то, картина более сильная из всех металлургов. И здесь у нас получается по факту пробитие 186 и закрепление выше этого значения у нас открывается возможность практически для неограниченного роста. Но это в идеале. На самом деле здесь, скорее всего, по факту, ну, может быть, движение еще на 200, 210 или от текущих значений. Здесь, скорее всего, возникнет корректирующий откат. Цель этого отката будет движение на 167. Ну, первая цель 174, вот сюда вот, а потом движение на 167. Так, ну, в общем-то, вот дневной график здесь достаточно такой показательный. Он указывает на то, что высока вероятность того, что отсюда прямо вот уже в ближайшее время произойдет откат на 178, 174, вот сюда вот, либо вот сюда вот. И далее в случае пробития 169, 166 вот этого диапазона мы вполне можем увидеть движение на 160, а то даже и на 140. Ну, такого жесткого, конечно, мы сейчас сразу не увидим. Но для того, чтобы выпустить пар, я думаю, откат вот сюда вот и куда-то сюда он просто необходим. Как бы уже сама идея роста по Чермету, с моей точки зрения, она себя исчерпала. И здесь нужен как минимум корректирующий откат. Да, сейчас если пойдет пробой 200, скорее всего она там увязнет и какое-то время еще побудет. Но здесь вот напрашивается все-таки коррекционное движение, ну хотя бы вот на 177 или 174. Так, друзья, ну и далее давайте золотые компании рассмотрим. Полиметалл, здесь она даже скорее 50 на 50, золото серебряное. Вот. В последнее время очень много информации по поводу полиметалла идет. Там в частности и по Кызылскому месторождению, что там оказалось запасов золота, по-моему, на 30 или на 40% больше, чем изначально было определено в результате геологоразведки. Помимо всего прочего, там это месторождение, оно несет достаточно низкостоящую добычу золота. Вот, и поэтому оно является очень интересным, очень ценным для этого предприятия. Так, ну и на что здесь хотел обратить внимание. Вот это месячный таймфрейм. На самом деле по месячному таймфрейму дела здесь пока обстоят не так плохо. Да, вот здесь было такое движение, раздача очень мощная, но с другой стороны здесь по золоту-то и серебру ничего плохого такого и не было. Ну только вот за последние дни ливанули. А так все было нормально, все было хорошо. И то, что будут печатать деньги, а у компании есть
достаточно дешево добываемые большие запасы по золоту, это только плюс для нее в самом ближайшем будущем. Вот. Но я думаю, что здесь потенциал падения, судя по месячному графику, он наиболее вероятно исчерпан. Вот. Есть, конечно, вероятность того, что золото направится там на 1600-1500. Это рынок, здесь ничего нельзя исключать. Но я думаю, вероятность такого события невелика, и скорее всего золото от текущих значений поконсолидируется и, соответственно, начнет расти. А вместе с золотом начнет расти и полиметалл. Ну, а у серебра картина еще более сильная, с моей точки зрения, чем у золота в плане роста среднесрочного, долгосрочного. Вот. И поэтому здесь у этой компании, я думаю, то, что мы пришли на эти значения, это достаточно хорошо. А в каких случаях можно будет понять, что сбитый орел? Сбитый орел, если будет пробито 1550. Вот здесь есть у нее уровень определенный, 1550-1530. Пробитие этого уровня приведет к тому, что наиболее вероятно акции компании уйдут сначала на 1400 и потом на вот этот сильный уровень 1250. Так, ну недельная картина здесь не айс. Виной тому коварная вакцина, которая и не лечит, и непонятно, что вообще она делает, но тем не менее сказали и порубили всех шортистов в акциях и всех лонгистов в металлах и золотодобывающих компаниях. Но смотрите, здесь если ориентироваться на недельный график, то получается картина достаточно интересная. Вот эта интересная картина, она наиболее вероятно реализуется на рост с целью движения 2000-2050. Здесь есть какой риск, если пойдет дальнейший откат и все-таки будет пробито 1600-1550, то действительно акции этой компании уходят вот сюда, вот к сильному уровню, вот в этот диапазон 1330-1250. Вот. Но я думаю, вероятность такого события не очень большая, поэтому скорее всего мы вот от этих значениях, достигнутых после набора позиций, пойдем расти. Так, ну вот дневной таймфрейм указывает, что рост начнется либо прямо сейчас, либо по факту еще небольшого снижения до 1650. И здесь, скорее всего, будет разворотная формация и отскок. Ну, а 4-часовик указывает на то, что уже все как бы снижение завершено. И в ближайшее время уже от текущих значений, скорее всего, либо вот от этого значения, либо по факту здесь набора позиций мы увидим рост. Первая цель роста — это тестирование на пробой 1800. И как только пробиваем и начинаем консолидироваться, отсюда возникает импульс движения на 1980-2000. Вот сюда, вот в этот диапазон. Ну и здесь стоп — это 1650-1620. Как бы сейчас вполне как бы картина очень позитивная по акциям этой компании. А та информация, которую она выдала на дне инвесторов, и то обсуждение, которое идет в части будущего этой компании, я думаю, мы по ней с высокой степенью вероятности в ближайшее время увидим отскок и потом еще больший рост. Единственное, что меня смущает, то что по мультипликаторам она стоит достаточно дорого, P на E, но с другой стороны, как бы сейчас все надуто, и поэтому здесь, ну это такая реальность на текущий момент, но просто надо помнить о том, что стопы должны быть. Потому как, когда начинается откат, вот как по золоту, не было бы стопов, это все, можно сказать, не только без прибыли, но и без половины депозита. Зачем такие вещи практиковать? Поэтому стопы надо ставить обязательно. Вот. И все-таки я так думаю, что если торговать акциями, не надо брать плечи. То есть акции — это, ну, с моей точки зрения, такой инструмент, который он только торговля в пределах своего капитала. Так, друзья, ну это все. Давайте закругляться. Металлургов рассмотрели, полиметалл рассмотрели. Дальнейшие акции постараюсь в ближайшее время выпустить, по которым вы писали. Все, до свидания.